Так, я всех приветствую. Решил записать небольшой ролик о том, как я сейчас делаю редактор ландшафта. У нас есть такой кусочек нашего ландшафта, пока что еще плоский. И мы можем начать его редактировать. Создавать какие-то неровности, горы, впадины и так далее. Значит, здесь у меня есть небольшой интерфейс, который позволяет мне менять некоторые пользовательские настройки редактора. Значит, мы можем изменить форму кисти, например, сделать квадратную, размер кисти поменять. Вот квадратная кисть, например. Можем сделать усилие больше, меньше. Можно круглую кисть выбрать. Так, сделаем побольше размер. Ну, таким вот образом мы создаем будущие поверхности земные. Здесь есть также параметр максимальная высота и минимальная высота, которую мы не сможем превысить, например, да, если она у нас вот, то есть какая-то есть, если есть какой-то лимит, мы его превысить не сможем. Так, и такая вот есть еще кисть. В принципе, форму кисти можно также делать еще дополнительные, задавать, не обязательно их. Но это у меня такой джентльменский набор, скажем так. И также есть вот функции, то есть форма кисти спад, то есть линейный спад, такой вот спад. То есть он получается резкий. Или наоборот, такой вот покатый. А также еще мы можем добавить шум. Здесь вот есть ползуночек Noise Scale, масштаб шума. Вот если я начинаю редактировать, то поверхность начинает шуметь.
Так, с этими мы вроде разобрались вещами. И еще, конечно же, есть функция сглаживания. Когда мы можем, например, если нас не устраивает какой-то слишком резкие перепады, мы можем их сгладить. Силу сглаживания также вот этот нажим кисти регулирует. То есть, если я сделаю маленький, то, видите, они сглаживаются, но медленно. Если я сделаю побольше, то сглаживание будет происходить более интенсивно. Сейчас наши песочные замки растают. И последнее, что я хотел еще показать. Есть еще один параметр, вот этот step by click. Я его так пока назвал, как кодовое имя. Не знаю, может оно в будущем изменится, может быть останется таким. В общем, принцип такой, что вот в данный момент у нас редактирование происходит непрерывно. То есть, если я, например, задал какой-то нажим какой-то кисти, размер, да, и начал, например, там выдавливать или наоборот углублять там, да, рельеф. То есть, пока я нажимаю на кнопку, будет происходить, значит, выдавливание рельефа. То есть вот все это время, пока кнопка нажата, оно будет, значит, происходить редактирование. То есть будет изменяться высота рельефа. Если я включу вот этот параметр step by click, то пока я... Так, это надо выключить. Так. Сори. Вот так вот. Вот. Пока я держу кнопку, то сдвигается, происходит сдвиг вершины, да, на какой-то шаг, только, ну, то есть на один шаг только происходит сдвиг. То есть пока я кнопку не отпустил, она только на максимальный шаг для одного нажатия, скажем так, сдвигается вершина, и больше она не может. Чтобы мне еще увеличить на один шаг, мне нужно кнопку отпустить и снова нажать. И снова будет на один шаг сдвигаться вершина в выбранном направлении, то есть вверх или вниз. То есть и так далее. Это очень может быть полезная функция, когда нужно какую-нибудь такую вот ступенчатую
конструкцию сделать, например. Вот, допустим, такую вот платформу, да. Вот, поверх будет еще, потом еще и так дальше. То есть это вот такая вот вещица.